Всем привет, ребята! Рад видеть вас на канале. И хочу уже по традиции поблагодарить каждого из вас за активность и поддержку. Сегодня у нас очень интересная и важная тема. Будем разбирать эксклюзивное снаряжение героев с первого по четвертое поколение, которое многие из вас также называют под неофициальным названием виджеты. Что вообще такое виджеты и зачем они нужны? И каким героям необходимо их прокачивать? Я разложу все максимально простым языком, что даже если ты недавно начал играть, ты точно поймешь, что качать и на кого ставить. Будем смотреть визуальные отличия от уровня прокачки, реальных характеристик и актуальность прокачки на определенных героях. А теперь самое вкусное – розыгрыш. Следующая цель, которую я поставил перед собой, это 1500 подписчиков в Telegram и 2500 на моем YouTube-канале. И в честь этого я решил устроить двойной розыгрыш, чтобы каждый из вас имел шанс урвать немного игровых ништяков. На YouTube, как только набираем 2500 подписчиков, я разыграю 5 сертификатов, каждый на 499 игровых звезд. Их можно будет потратить на что угодно в игре, в том числе и на виджеты. В Телеграм-канале, как только там будет 1500 подписчиков, мы сделаем еще один розыгрыш на 3 сертификата по 499 звезд. Так что если ты еще не там, обязательно подпишись, и ссылку я оставлю в описании к этому видео. Все детали и условия озвучу, как только набираем нужное количество подписчиков. А теперь внимание, как только под этим видео наберем 200 лайков, я сразу выпускаю вторую часть про виджеты. В ней мы подробно разберем снаряжение для героев с 5 по 8 поколение, их уникальные эффекты, а также поделюсь личными стратегиями, которые реально работают. Так что не ленись, прожми лайк и вместе продвинем контент для нашего комьюнити. Спасибо, что смотришь и поддерживаешь. Погнали в бой, разберемся, какие виджеты реально решают. Прежде чем начать обсуждение сегодняшней темы ролика, хочу сделать небольшой анонс. Вчера я совершил трансфер и перешел на 644 сервер. Считаю его одним из самых сильных и организованных серверов среди моего поколения. И раз я перешел на данный сервер, то я обязательно вам сниму недостающие мероприятия, такие как Драконий Тиран и Литейная. Постараюсь это сделать, как только адаптируюсь в новом альянсе. Касательно следующего трансфера. Как вы увидели информацию в моем телеграм-канале, нас ждет мерж, где будут участвовать сервера с 4 по 37. Некоторые сервера объединят в данном диапазоне, и основное объединение будет между серверами 805 и 976. Кто играет в данном диапазоне и не знает, что будет происходить после мержа, то напоминаю, что у меня есть ролик, который поможет вам разобраться с адаптацией. Ссылку на него я оставлю в закрепленном комментарии под этим видео. Помимо этого, нас ждет в июльском обновлении изменения в разрезе снаряжения губернатора. Будут добавлены дополнительные ступени повышения для снаряжения мифического уровня C2, 3 звезды и выше. При этом общая стоимость предметов останется прежней. И появится новая характеристика – способность к развертыванию войск для снаряжения уровня мифического Т2, 3 звезды и выше. При этом бонусы к атаке и защите останутся без изменений. Более детальную информацию про данное нововведение я сниму, как только обновление вступит в силу. Так что подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. И будем вместе с вами ожидать анонса от разработчиков. И, конечно же, на следующей неделе у нас с вами будет неделя моего любимого мероприятия – Король Ледяного Поля. Уверен, что разработчики для нас запасли какой-то ивент. Так что ждем анонса. Что-то затянулось у нас приветствие. Давайте перейдем к теме сегодняшнего ролика – эксклюзивное снаряжение героев. Напоминаю, что в простонародье их называют виджетами. Всего существует 10 уровней эксклюзивного снаряжения. Для прокачки на первый уровень нам необходимо 5 виджетов, на второй уровень необходимо 10, на третий 15, на четвертый 20, и так вплоть до 10 уровня. Итоговая цифра составляет 275 коробок с виджетами, которые нам необходимо получить для одного героя, чтобы прокачать его эксклюзивное снаряжение на 10 уровень. Вы должны понимать, что каждая прокачка повышает характеристику ваших героев. И помимо этого, каждый виджет имеет 2 вида навыков. Один на экспедицию и один на освоение. Вы должны понимать, что четный уровень виджета, 2, 4, 6, 8, 10 улучшает навыки в экспедиции, а нечетный уровень, 1, 3, 5, 7 и 9 улучшает навык в освоении. А я вам напоминаю, что навыки в экспедиции необходимы вам в PvP аспектах, на медведе, Джо и так далее. А навыки в освоении необходимы в том числе в освоении, про которое мы с вами общались в предыдущем ролике, и на арене. Вы все прекрасно понимаете, что для игроков без доната это почти нереально сделать виджет 10 уровня. Так что мы сегодня быстро пройдемся по первым 4 поколениям в игре, чтобы разобраться, какой уровень виджета необходим для персонажей из первых 4 поколений. Напоминаю, что если данное видео наберет 200 лайков, то я сразу для вас выпущу вторую часть ролика, где мы обсудим поколение с 5 по 8. Прежде чем мы начнем обсуждать героев, давайте с вами разберемся, где необходимо добывать виджеты. И как вы все прекрасно знаете, первый вариант – это на ежедневной основе в тайном магазине, где валюта данного магазина являются тайные жетоны, которые вы можете получить за выполнение ежедневных миссий.
И последняя награда в этих миссиях являются жетоны, которые вы можете использовать в текущем магазине. Из приоритетности, то очевидно, что в текущем магазине стоит брать только сундуки с поделками героев. Искать необходимо скидку 50% на поделку, которая будет стоить вам 250 жетонов. Либо использовать 20% скидку, которая стоит 800 жетонов, где вы уже получаете 2 виджета. Текущие поделки у вас будут меняться в зависимости от поколения героев, в котором вы играете. Жетоны вы также можете приобрести в специальном донатном магазине. И затем можете приобрести поделки и искать, по-прежнему советую, по скидке. В текущем магазине вы можете получить какой-либо бесплатный предмет, так что советую в этом магазине использовать один бесплатный обмен, а затем нажать один раз на обновление, которое стоит 100 алмазов. Этого достаточно, больше не нужно. Следующий вариант добычи виджетов – это магазин станции обмена Тундра. Я вам ранее снимал ролик про данное мероприятие, и вы все прекрасно знаете, что одна из основных покупок в текущем обменнике являются виджеты, про которые мы с вами сегодня и говорим. Не стоит забывать про мероприятие «Морозное сокровище», где тоже у нас является основной покупкой в текущем ивенте – это виджеты. И, конечно же, зал героев, который у нас выходит каждое воскресенье. Напоминаю, что в этом магазине вы можете брать все виджеты, которые вам необходимы, из всех доступных поколений для вас. Лично я в зале героев по-прежнему беру виджеты для Мии, чтобы прокачать ее снаряжение на 10 уровень для комфортной игры на медведя. А после этого я займусь уже Брэдли, чтобы прокачать его виджет на 10 уровень. Я вам снимал ролики про все ивенты, которые только что перечислил. Если кто-то их не видел, то давайте поступим следующим образом. Я в Телеграме вам оставлю ссылку под постом на эти ролики, где вы сможете ознакомиться с каждым из ивентов, о которых я только что сказал. Либо же вы можете их посмотреть у меня на канале. Как таковых вариантов добычи виджета в этой игре предостаточно, но даже с учетом этого для игроков со слабым донатом либо без доната нет возможности прокачать виджет на максимум у всех героев. Максимум, что вы можете сделать, через зал героев прокачать хотя бы одного героя на виджет с 10 уровнем. И, конечно же, настоятельно вам рекомендую прокачивать эксклюзивное снаряжение Мии. Мы уже неоднократно с вами это обсуждали в телеграм-канале. Но прежде чем мы будем обсуждать Мию, давайте с вами пройдемся по первым 4 поколениям, которые у нас доступны в игре, и разберемся, на какой уровень необходимо прокачивать эксклюзивное снаряжение у каждого из персонажей. Как вы все прекрасно знаете, в этой игре первое поколение у нас доступно первые 40 дней, и мы получаем 4 героя. 2 героя мы можем с вами получить за донат. Это Наталья и Джеронимо. Мы с вами в ролике про поколение героев уже обсуждали их целесообразность. Но сегодня мы обсудим варианты без доната. Так что давайте их пропустим. Но в любом случае, если вы активно донатите в игру, то я вам напоминаю, что Джеронимо приблизительно полезен в первых 5 поколениях в этой игре. А далее его необходимость по-прежнему будет на ловушке медведя. Так что если и прокачивать виджет, то конечно же ему. И раз у вас Джеронимо на 4 звезды, то условный виджет на 8 либо 10 уровень вам не составит труда сделать. И если будете качать виджет Джеронимо, то обязательно делайте четный уровень. Что касается героев без доната, то напоминаю, что это у нас Зинман и Молли. Ваша задача минимум сделать Молли виджет 2 уровня. На этом можете и остановиться. Первое время на арене и ПВП Молли вам будет помогать, но больше не стоит. Так что 2 уровня будет достаточно. А вот Зинмана я вообще не советую вам виджет качать. Мы с вами ранее уже обсуждали в ролике про 1-4 поколение героев, что особого смысла в его прокачке нет. Единственное, для чего он нам нужен, это за его навык Мастер Бастионов, который повышает скорость улучшения зданий. Лично я его качал только на 3 звезды. Больше смысла абсолютно не видел. А касательно виджета, то ему можно вовсе его не ставить для игроков без доната. Не вижу в этом смысла. Да, этот герой идет из колеса фортуны, но не стоит активно на него тратить ресурсы. Лучше приберегите алмазы до следующего поколения. И теперь давайте подытожим. В первом поколении героев для игроков со слабым донатом, либо без него, я советую прокачивать только Молли. В идеале на 2 уровень виджета. Касательно донатных героев, то я уже озвучивал ранее свое мнение. Между Натальей и Джеронимо я бы в долгую выбрал Джеронимо. Так что если он у вас есть, то помимо звезд прокачивайте и его виджет. И чем выше, тем лучше. Теперь давайте мы с вами перейдем на 2 поколение героев. И напоминаю, что в этом поколении у нас 3 героя. А именно Флинт, Фили и Алонсо. Как вы все прекрасно знаете, приоритет в этом поколении я даю Алонсо и Флинту. Фили как таковой в приоритете не стоит для игроков без доната. Так что его я вовсе не советую вам качать. Но если вы каким-то чудом, играя без доната, заняли хорошие места в мероприятии Король Ледяного Поля либо стадии подготовки СВС, то советую тогда ему сделать виджет хотя бы 1 уровня, для того, чтобы брать данного героя на арену. Следующий герой – это пехотинец Флинт. Довольно хороший персонаж. Напоминаю, что если вы играете без доната, то вам необходимо в обязательном порядке иметь данного героя минимум на 4 звезды, так как следующий пехотинец Колеса Фортуны будет аж в 5 поколении – Гектор. Так что вам необходимо прокачать помимо звезд и его эксклюзивное снаряжение.
Задача минимум сделать 4 уровня, а в идеале 6. У Флинта навык в экспедиции, увеличивающий атаку в гарнизоне. Он работает только в защитном варианте, так что я советовал бы сделать его виджет минимум на 4. Если вы не будете качать Алонса, то смело можете делать виджет 6 уровня Флинту. Касательно Алонса, то тут все двояко. Вы все прекрасно знаете, что осколки данного героя падают только в зале героев. Так что если и качать его, то только за общие фрагменты героев. Если вы начали со старта грамотно играть, то вы можете постараться накопить к концу 2 поколения осколки Алонса и прокачать его на 4 звезды. Если у вас это получилось, то советую его виджет прокачать хотя бы на 2 либо 4 уровень. Напоминаю, что данный герой хорошо себя проявляет на арене. И помимо этого, Алонсо хорошо себя проявляет в экспедиции. У него довольно-таки хороший навык усиленный гарпун, увеличивающий смертоносность отряда рейда. Но вы не будете создавать ралли в PvP, если вы игрок без доната. Распространенное применение Алонсо на начальном этапе – это создание в ралли на ловушке медведя при условии того, что у вас хватает войск на все ралли. Если у вас данного героя удалось прокачать на 4 звезды, то старайтесь сделать ему четный виджет, либо 2, либо 4 уровень. Но лично я считаю, что Алонсо будет важен вам в первую очередь в освоении и арене, а затем уже в экспедиции. Итоговый вариант с виджетами во 2 поколении для игроков без доната следующий. Если вы Алонсо прокачиваете на 4 звезды, то старайтесь сделать ему виджет 2 либо 4 уровня. Если вы не прокачивали Алонсо, то сможете смело делать Флинту виджет 6 уровня. Тут мы с вами рассмотрели вариант без доната, либо со слабым донатом. В целом, если грамотно копить общие фрагменты героя, то это реальная задача сделать Алонсо на 4 звезды ко 2 поколению. Касательно Филя я вам уже ранее озвучивал. Максимум вы делаете ему 1 уровень виджета. Если не будет даже 1, то это будет не критично. Если у вас Алонсо и Флинт имеют виджет одинакового уровня, то если вы хотите кому-то прокачивать виджет дальше, то делайте это Флинту. Вы с ним будете бегать до 5 поколения. И теперь мы с вами переходим к 3 поколению героев. Напоминаю, что в этом поколении у нас 3 героя. Копейщик Мия, пехотинец Логан и лучник Грег. В этом поколении появляется важный герой из Колеса Фортуны. Это Мия. Напоминаю, что данный герой на сегодняшний день является лучшим копейщиком для создания ралли на ловушке медведя. На сегодняшний день, находясь в 8 поколении героев, лучшей альтернативы копейщика, чем она, на медведе не существует. Первые 2 навыка ее атакующие, которые вам помогают усиливать урон на медведе. А виджет в экспедиции повышает атаку войск в сборе, максимум на 15%. И именно данного героя я хочу вам поставить в приоритет прокачки виджета в период 3 поколения. Ваша задача минимум прокачать виджет на уровень 6, в идеале на 8. Если вы не прокачивали виджет Мии в период 3 поколения, то не расстраивайтесь. Вы можете это сделать в зале героев в следующих поколениях. У меня сейчас один виджет стоит 10 купонов. У вас это может стоить дороже. Если вы играете в условном 4 либо 5 поколении, и если вы решите сделать дальше, прокачивать в период следующих поколений и виджет, это не будет ошибкой. Смело можете получать виджеты в зале героев, чем я сейчас занимаюсь в данном мероприятии. По итогу касательно Мии могу сказать следующее. Это задача минимум сделать ей уровень 6 виджета, затем уже опирайтесь только на 8 либо 10 уровень в период следующих поколений. Возможно ли Мии сделать виджет 10 уровня без доната? Вполне реально, и зал героя вам в этом поможет. Касательно пехотинца Логана, я абсолютно не вижу смысла использовать виджеты для его прокачки, так как в целом игрокам без доната данного героя нет смысла качать. Касательно Грега, я бы отдал предпочтение освоению. Данный герой хорошо сочетается с Алонсо на арене и экспедиции. Я бы советовал прокачивать на 1 либо 3 уровень. Но так как приоритетность идет на Мию в 3 поколении, ваша задача сделать виджет хотя бы 1 уровня. Итоговый вариант с виджетами в 3 поколении героев без доната следующий. Грегу я бы советовал прокачивать либо 1, либо 3 уровень, отдав приоритет на арену и освоению. Мии чем больше, тем лучше. Но в период 3 поколения постарайтесь сделать хотя бы 6 уровень. А затем уже в дальнейшем займитесь прокачкой ее виджета в зале героев. Ну и, конечно же, Логан. Я советую вовсе его не прокачивать, что, в принципе, я не сделал в 3 поколении. В 4 поколении героев у нас появляются 3 персонажа. Райна, Лин и Яхмас. Касательно Яхмаса, его виджет в экспедиции работает в защитном варианте, повышающий здоровье войск. Вы прекрасно понимаете, что вы не будете делать ралли в гарнизоне, если вы игрок без доната, либо со слабым донатом. Так что приоритетность я бы не ставил на это. А вот в освоении навык повышает атаку дружественных войск. В будущем будет необходим данный герой во вступлении в ралли PvP. А вот касательно виджета, достаточно ему будет сделать минимум 2 уровень, в идеале 4. Касательно Лин, данный герой выпадает с Колеса Фортуны. В экспедиции ее навык повышает смертоносность войск в гарнизоне. Из рекомендаций я бы посоветовал прокачать ее виджет на 4 уровень.
так как именно Лин игрокам без доната будет проще всего прокачать в этом поколении. Плюс дополнительно вы можете использовать данного героя в ловушке на медведя. Касательно Райны, во-первых, данный герой идет из зала героев. Его довольно-таки сложно прокачать на 4 звезды, но считаю довольно-таки сильным героем на арене и экспедиции. Посмотрите на ее навыки. В экспедиции мы получаем увеличение смертоносности войск в рейде до 15%, а в освоении навык на шанс, который может нанести до 45% от атаки. С учетом ограниченного количества виджетов, я бы посоветовал прокачать ее эксклюзивное снаряжение на 2 уровень, если у вас есть такая возможность. Итоговый вариант в 4 поколении следующий. Виджет Райна я бы советовал прокачать на 2 уровень. Виджет Яхмаса я бы советовал прокачать на 2 либо 4 уровень. И виджет Лин я советую прокачать на 4 уровень. Если вы не будете прокачивать условного Яхмаса, хотя я вам еще раз повторю, в будущем данный герой будет использоваться во вступлении в ралли, но в любом случае выбор за вами, на основе вашего доната. Если вы не будете делать Яхмаса, то можете делать ранний виджет на 4 уровень. Ну что, ребята, и на этом все. Мы с вами разобрали эксклюзивное снаряжение для героев с 1 по 4 поколение. Надеюсь, теперь вам стало проще ориентироваться в этом аспекте игры и делать правильный выбор при прокачке. Если видео было полезным, ставь лайк, подписывайся на канал. Это даст тебе возможность выиграть один из 5 сертификатов по 499 игровых звезд, которые я разыгрываю среди подписчиков. И не забывай про телеграм-канал. Как только там будет 1500 подписчиков, я проведу дополнительный розыгрыш еще на 3 сертификата по 499 звезд. Обязательно заходи в телеграм-канал, ссылка в описании. Там я выкладываю всю важную информацию по игре оперативно. Конечно же, мы общаемся, обсуждаем обновления, делимся стратегиями и различными фишками. И, конечно же, я один из первых укладываю подарочные коды от администрации. И плюс мотивация. Как только это видео наберет 200 лайков, я сразу выпускаю 2 часть про виджеты, но уже для героев с 5 по 8 поколение. С крутыми механиками и скрытыми бонусами. Не упусти. Спасибо, что смотрите, комментируете и развиваете наш игровое комьюнити вместе со мной. Удачи вам в битвах и до встречи в следующих роликах. А на сегодня все. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.